Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео, друзья, мы уделим внимание птицам и поговорим о том, как птицы могут изменить вашу жизнь. Какие практики нужно проводить для того, чтобы с помощью птиц привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Друзья, далее все более подробно в этом видео. Вы знаете, еще с древних времен наши предки большое значение придавали птицам, так как они способны притягивать к людям, которые относятся к ним с добром, положительной энергией и события. Благодаря этому птицы часто встречаются в легендах и предсказаниях. Есть птицы, которые олицетворяют добро, ум, они сопровождают и положительных героев, а есть птицы, которые олицетворяют неприятности и проблемы. Они сопровождают колдунов, злых людей, и вы, наверное, это видели даже в фильмах, мультиках и так далее. Их часто используют в мифологии и фольклоре. И птицы также способны притягивать деньги в жизни людей, если использовать в ритуале перо, так как именно перо означает истину и способно притягивать хорошие энергии. С его помощью даже возможно избавиться от сильных денежных проблем. Во снах, в которые снятся птицы, они в основном имеют благоприятное значение и способны притягивать хорошие значения. Они символизируют мечту, помогают действительно осуществить самое желаемое. Если, например, вам снится, как вы летаете вместе с птицей, это означает, что у вас произойдут в жизни события, которые очень изменят вашу жизнь. Если перья белые, то и события будут приятные, а если перья темные, то это означает, что события будут не очень приятными. Поэтому нужно быть готовыми и вовремя успеть отреагировать, чтобы отбить любой негатив. Если вам снится хищная птица, это означает, что вокруг вас есть недоброжелатели, завистники, и нужно пересмотреть свое окружение. Если вам снится красивая птица, это означает, что планы, которые вы перед собой ставите, будут иметь благоприятное завершение, что вы сможете сделать все, как пожелаете. Если снится птица с яркими крыльями, это означает, что люди без пары встретят человека, влюбятся и построят крепкие отношения. А семейным парам это предсказывает долгую и счастливую семейную жизнь. Сон, в котором вы ловите птицу, притянет в вашу жизнь благополучие, а ваша жизнь станет полной чашей. Вы ни в чем не будете знать нужды. Домашние птицы снятся к тому, что вы выбрали неправильный путь. Вам нужно пересмотреть свои планы, иначе в результате вы придете в тупик и потратите время впустую. А вот мертвая птица – это очень плохой сон, который означает, что вас ждут беды. И для того, чтобы сон сбылся, нужно проговорить следующие магические слова. Я приятные события из сна принимаю, из своей жизни уже ожидаю. Скорее придите и эти приятные моменты в реальность воплотите. А если сон был для вас неприятен, вы испытываете какие-то плохие эмоции, то чтобы обезопасить себя, проговорите следующие магические слова. Сон не принимаю, события из него не желаю. Все плохое из сна не выходит, неприятности стороной меня обходят. Проговаривайте эти слова 3 раза. Ну а если у вас был тяжелый день, то купите любой темный хлеб. Пойдите в то место, где есть голуби, и покормите их ним. При этом проговаривайте такие слова. Голубей кормлю, все печали и проблемы отгоню. Этот день, что не заладился, позади оставляю, дальше только счастливые дни своей жизни призываю. Когда вскормите весь хлеб и останется только кусочек, киньте его через левое плечо и проговорите такие слова. Все проблемы позади, все лучшее у меня впереди. И уходите и не оборачивайтесь. Проделав это, у вас сразу обязательно улучшится настроение, у вас появятся хорошие мысли, а неприятности этого дня покажутся вам совсем несерьезными. Но если вам тоскливо на душе, обязательно возьмите пшеничку и пойдите кормить птиц, которые есть поблизости.
каких здесь не имеет значения. Кидайте им пшеницу, но помните, только левой рукой и при этом проговаривайте такие магические слова. Мысли плохие отгоняю, светлыми свою голову наполняю. Тоска уходи, счастье на ее место приходи. Птицы помогают, тоску отгоняют. Проговорив эти слова и проделав эти действия, на вашей душе станет легче. Вы начнете испытывать приятные моменты, и через очень короткий промежуток времени произойдет приятное событие, которое полностью переменит ваше мышление, и все станет намного лучше, чем было до этого. И с каждым днем будет только улучшаться. Ну а для того, чтобы притянуть в свою жизнь счастье, благополучие, вам нужно покормить разных птиц хлебушком, который остался с вашего стола. Когда будете кормить птиц, проговаривайте следующие магические слова. Счастье, приходи на крыльях этих птиц в мою жизнь. Прилети, больше птиц разных кормлю, больше счастья в свою жизнь притяну. Это простая практика, которую нужно будет проделать 3 раза. И очень скоро у вас начнут происходить счастливые события. И счастье будет обязательно заполнять вашу жизнь. Ну а для того, чтобы притянуть в свою жизнь богатство, нужно кормить птиц белым хлебом. Перед этим в него нужно засунуть 3 монеты желтого цвета любого номинала. Когда будете кормить, обязательно проговаривайте такие магические слова. Птицы денежный хлеб съедают, денежную энергию привлекают. Я их кормлю, денежную энергию в свою жизнь привлеку. Когда скормите весь хлебушек, монеты из него киньте в любой водоем. Одновременно при этом проговорите следующие магические слова. Посыл для денежных энергий отправляю. С помощью энергии воды их в свою жизнь в большем количестве получаю. Денежные поступления быстро начнут появляться в вашей жизни, и с каждым разом суммы будут больше намного предыдущих. А для того, чтобы притянуть в свою жизнь удачу, нужно кормить птиц, которые парят, и чем больше кусочков хлеба словит птица на лету, тем быстрее удача будет в вашей жизни. Но перед тем, как начинать кормить, обязательно подержите хлеб над своей головой и скажите следующие магические слова. Удача пришла, мою жизнь изменила, приятные и нужные события для меня приманила. А вот знаете, что голубям нужно уделять очень большое значение, потому что они способны наполнять вашу жизнь светлыми энергиями и с каждым разом притягивая их в большем количестве. Поэтому возьмите за правило хотя бы раз в неделю кормить голубей. Придерживаясь этой простой практики, вы очень быстро заметите, как ваша жизнь пойдет совсем в другом русле, что все неприятности, что все проблемы из нее уйдут, а только приятные события, улучшающие ее, будут в ней появляться. Кормление птиц – это благое дело, которое будет открывать для вас новые и новые энергетические потоки. Вы знаете, с голубями еще связаны и многие другие народные приметы. Знаете, что голуби никогда не подойдут к человеку, который излучает негативные энергии, потому что они очень чувствительны к тому, что их окружает. Поэтому, если вы их пытаетесь покормить, а они от вас улетают, отходят, вам срочно в таком случае нужно провести энергетическую чистку. Ну а если голуби поселились у вас под крышей или на балконе, это означает, что любовь будет наполнять ваш дом. Вы, наверное, не раз видели, как молодожены выпускают голубей, и это делается для того, чтобы их совместная жизнь была долгой и счастливой, а дом их стал действительно полной чашей. Также от того, чей голубь улетит первый, будет означать, кто же в доме возьмет на себя большую часть ответственности за семью. Поэтому всегда старайтесь уделять особое внимание птицам. Также обращайте внимание, что птицы умеют приносить новости. К сожалению, это бывает как хорошие, так и плохие. Поэтому если вам постучался, например, воробушек в окошко,
знаете, к вам придет новости, и это, как правило, не очень хорошие новости. Это придут новости от человека пакостливого или от пакостливого, который умеет сплетничать и который желает вам зла. Но это зло будет такое, знаете, не очень хорошее, не очень доброе. То есть, например, человек может посплетничать, написать на вас кляузы. Вот эта информация придет. Если вам постучалась, например, ворона, то знаете, что это тоже не очень хорошие новости, связанные с какими-то бедами, связанные с жизнью человека какого-то. Ну, а если вам постучалась голубушка или голубь в ваш дом или в окно, знаете, вас ждут очень хорошие, приятные, добрые новости. Так что кормите птиц и наполняйте свою жизнь изобилием и достатком. Хотя, казалось бы, мы видим птиц, что это также живые существа, но на энергетическом плане они имеют очень важное значение для людей, поэтому кормите, особенно также в зимнее время, даже не потому, что они голодные, а потому что таким образом вы делитесь своим теплом, своей любовью, своим добром. Это очень важно, друзья. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, сейчас на экране вы видите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам больше интересно и полезно. И смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже в следующем видео.